«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Звездная гостиная» человек, который, профессии его еще не было у нас в гостях, это Герман Виль. Добрый день, Герман. Добрый день. Он как бы и певец, с одной стороны, конечно, прекрасный, но самое его главное качество — он пародист. И участник «Минуты славы», и в других телешоу-проектах всяких принимал участие. Сейчас он нам об этом расскажет. Герман, как ты докатился до такой жизни, что начал изображать других личностей? Еще раз здравствуйте. Что я скажу? Я помню себя в детстве. У меня кумир есть мой, прям звездный кумир, Александр Барыкин. Его уже с нами нет. Да, Царство небесное, да. И я когда слушал его песни, в основном его песни слушал, он у меня был прям идолом. Гоша Барыкин, кстати, был у нас тоже в гостях. Гошка, общаемся. И я пел его, и почему-то его хотелось мне всегда пародировать, именно его, Барыкина. Напой нам кусочек, например, если что-нибудь там «Я буду долго гнать». Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, той Олечке, которую люблю. Браво! Браво! И, сейчас, дорогие друзья, прежде чем продолжим наше общение, я хочу сказать, что Герман записал в каком-то году? Да, года 2 назад уже года прошло. Как мы давно встречались с тобой. Замечательный альбом. Он называется «Храни вас Бог, мои друзья». Очень хорошее такое название. Ты достаточно долго работал серьезно над этим альбомом. Как раз в пандемию. Да, как раз в пандемию. Было время. И я хочу сказать, что альбом получился очень такой, видно, что ты над ним поработал. Давай послушаем песню из этого альбома. Объяви ее, пожалуйста. Первая песня, автор Евгений Григорьев, он же Жека, известный человек, легенда шансона. Конечно, теперь уже мы уже стали друзья с ними, уже сотрудничаем вместе. Поэтому от него песню получить было это очень большая честь. Я ее сделал. Она изначально предназначалась Александру Дюмину. Есть такое, знаете, известный человек. И, она у него лежала, видно, в работу не ушла. И потом Евгений Григорьев решил ее любезно предоставить мне. Но было условие: Герман, когда ты похудеешь? Именно сбросить надо было 15 килограмм. Я старался. Прям хотелось очень песню. В итоге я сбросил килограмм 9, наверное, 6 не хватало. И тут мне звонит Герман: как успехи, Герман? -9. Хорошо, ладно. Жалею тебя. Лови на почту песню. Все. Я отослал ее, сделали аранжировочку, и получилась такая веселая, затейливая песня. Я всегда с нее начинаю вечера. На самом деле, Евгений Григорьев, его все знают, конечно. Я хочу напомнить, что написал «Рюмку водки на столе», которая прославила нашего Григория Лепса. Но я хочу сказать, что в исполнении Евгения Григорьева она тоже неплохо звучит. Мне приходилось бывать на его концертах. Он потрясающий сегодня такой уже маститый шансонье. Слушаем Герман Виль на волнах Радио ВОС. Сердечко, зараза, внутри по ночам, и с утра настроение нервозное. Я таблеток не пью, не бегу по врачам, прогуляюсь по роще березовой. Надышусь кислородом до пятен в глазах, теплым солнышком майским накушаюсь. Где рассыпали стрели в зеленых ветвях, соловьиной песней заслушаюсь. Ах, как здорово, 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 Боже мой! Ах, как здорово, 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 черт возьми! Таю, таю, я таю, я таю
душой. Ах, как здорово, здорово поют соловьи. Вдруг куда-то тревога и грусть улетят, все в избытке на мелочь разменено. Что с ранимой душой эти песни творят, знать не все еще в жизни потеряно. Ах, как здорово, 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 Боже мой. Ах, как здорово, 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 черт возьми. Таю, таю, я таю, я таю, таю душой. Ах, как здорово, здорово поют соловьи. Ах, как здорово, 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 Боже мой. Ах, как здорово, 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 черт возьми. Таю, таю, я таю, я таю, таю душой. Ах, как здорово, здорово поют соловьи. Ах, как здорово, 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 Боже мой. Боже мой. Ах, как здорово, 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 черт возьми. Таю, таю, я таю, я таю, таю душой. Ах, как здорово, здорово поют соловьи. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, напоминаю, Герман Виль, пародист, певец, сегодня в гостях. А я знаю, что ты с детства занимался самодеятельностью, играл на разных инструментах, да? А как у тебя появилась, стандартный вопрос, тяга к музыке, к творчеству вообще? Вот как ты решил все-таки себя, как тебя потянуло взяться какие-то духовые инструменты там осваивать и так далее? Но дело в том, что детство у меня, как вся жизнь, очень трудное. Вот я вырос в интернате, город Воронеж. И как раз в интернате убирали в оркестр духовой. Вот. И учитель пения увидел у меня, наверное, какие-то способности во мне. Голос услышал мой. И я стал как бы его любимым таким прям учеником. Не знаю почему. Но, видно, талант во мне разглядел какой-то уже тогда. Вот. У меня тем более оказалось, что у меня 100% слух. Можно сказать, как бы идеальный даже слух. Потому что я как бы пою чисто, как бы не фальшиве. Не могу себе позволить. Почему? Потому что, наверное, природное такое давление от Бога. Бывает талант от Бога. Вокальные данные тоже наградил меня, как бы, у меня где-то около 3,5 октав. Вот. А если мне, как мне говорили, что если стал позаниматься, то можно даже больше развить можно было бы. Вот. Ну и в итоге меня привлекать стали на духовой оркестр, посадили меня на альт, есть такой альт. Несложный такой аппарат. Вот, поиграл я на нем, потом на металлофон. Посадили металлофон такой, палочками должна, да. Потом с металлофона на трубу. Кстати, с альта перевели на трубу. Не номер 1, номер 2, труба. Меня на номер 2 пока посадили. И пока я учился в этом интернате, не знаю, 2, 3, 4 класс, 3 года как раз я и заодно пел песни. Самодеятельность участвовал, конечно же. У нас учитель пения... Скажи, а в то время какие песни были популярны, которые ты пел? А вот я сразу скажу, что у меня популярная песня была. Я забегу просто. Мы перешли в другой интернат. Потом перевели нас через 3 года. А учитель с нами же перешел в другой интернат. Представляешь, этот же учитель перешел. И он играл на аккордеоне очень хорошо. И я в основном пел под аккордеон. И первая песня, как я сейчас помню, прям реально я себя видел звездой. Когда я пел, исполнял, прям уже тогда видел себя звездой на сцене, все.
Песня Николая Гнатюка «Танец на барабане». Когда Барабан он был популярен, плох, да, барабанщик да. бог. Ну, а ты была вся лучше подстать. И вот прям ее заливаясь, пел, заливался прям. Потом какую-то песню детскую «Трубу купили мне, в трубу ложусь я спать». Скажи, утром а в вот это тишине- вот все-таки работа в оркестре, она многое дает, да, вот это ощущение коллектива, Да, ощущение попадания вот туда, куда нужно, потому что когда человек вот ты же не просто вот, мне нравится, когда ты в твоей биографию читаешь, там, значит, пришел там на шоу без какой-то там подготовки, типа Да. любитель. Какой любитель, если человек с детства занимается музыкой? Какой любитель? Вот сейчас самое главное же не образование, на самом деле, друзья мои, а самое главное умение. Потому что многие образованные, вот смотришь «Золотой голос России», блин, ну вот надоела вот эта песня «Голоса России», уже просто задушила. Не хочу никого обижать, да? Но вот Герман Виль мне больше нравится, чем какой-нибудь «Золотой голос». Но я хочу сказать, поправить хочу. Когда я пел, я все-таки хотел все время научиться играть на баяне. Мгм. Вот, но так как у нас такое почему-то не получилось. Я, кстати, играл уже по нотам, в оркестре играют по Ну, нотам. конечно. а как? Но на сегодняшний день я не знаю ни одной ноты вообще. То есть Ну, настолько я все забыл. мгм. Вот. И все время мечтал научиться. Потом на клавишах научиться мечтал. Но ввиду своей такой, я же повторялся, трудной жизни, да, трудное детство, трудная юность, все Мгм. было трудно, без родителей, как говорится, сам себе предоставлен. И когда я закончил еще интернат, 8 классов, то даже 8 классов заканчивали, я решил пойти в музыкальное училище. Мгм. Я пришел, помните фильм такой, Фрося Бурлакова, когда приходила, да? М. Да, Вот, и точно я так. такой же пришел, значит, в училище, не помню, летом, что ли, все закрыто. Я пришел, походил по этажам, Посмотрел. посмотрел на все это. Думаю, ну как сюда поступить, что это, кто должен подсказать, кто что-то делает. И все, и так и ушел, и больше не вернулся в это Ну, я училище. хочу сказать, что в итоге результат получился изумительный, потому что мы сами слышим, как ты поешь. Я единственное, что хотел сказать про ноты. Вот Луи Армстронг, например, он тоже не знал, точнее, нот никогда, но тем не менее был потрясающим музыкантом, потрясающим певцом и так далее. Но мне говорят, что в работе все-таки важно, когда знаешь ноты, как Ну, с это коллективом работать. грамотеи, которые сегодня говорят, да, действительно. Но вот в истории Помогает. человечества много примеров, когда изумительные настоящие певцы, ну, не знают они ноты. Но мне говорят, что ты как бриллиант. Мне нужна огранка, понимаете? Да. Вот. Время бывает огранкой. Итак, слушаем, друзья, еще одну песню в исполнении Германа Виля «Спасибо, родная». Жарким огнем томим, словно осенний дым. Выдохнуло одиночество, печаль. Радостью нового дня стала ты для меня. И сумерки прошлых лет уже не жаль. Спасибо, родная, за любовь от края до края. Вновь и вновь, но сердцем скучаю, когда не бываю рядом. Спасибо, родная, за любовь от твоего взгляда. Вновь и вновь покой обретаю и благословляю небо. Сам разгадать не смог тайну 7 дорог, чтобы на сердце зов к тебе прийти. Нежностью станет вода, у реки 2 берега. Все ответы в твоих глазах я смог найти. Спасибо, родная, за любовь от края до края.
вновь и вновь, но сердцем скучаю, когда не бываю рядом. Спасибо, родная, за любовь от твоего взгляда. Вновь и вновь покой обретаю и благословляю небо. Спасибо, родная, за любовь от края до края. Вновь и вновь, но сердцем скучаю, когда не бываю рядом. Спасибо, родная, за любовь от твоего взгляда. Вновь и вновь покой обретаю и благословляю небо. Спасибо, родная. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Герман, вот... По этой песне можно сказать? Да, вот что-нибудь? я хотел спросить вот по поводу «Спасибо, родная». Как получилась вот такая песня? Вот потому что в репертуаре каждого мужчины есть песня, которая посвящена какой-то женщине. Это кому-то конкретно или в целом? Сейчас скажу. Во-первых, в альбоме этой песни нет. Эта песня уже вышла после альбома. Мгм. Вот. Значит, прислал мне её Артур Руденко, Мгм. всем Тоже известный, был у да, нас мой здесь. друг. Наш тоже. Вот, замечательный человек, замечательный прям артист. Вот. Он мне прислал, говорит, Герман, говорит, на, забирай песню, говорит, не моя. Мне Мгм. прислали, говорит, песню. Я говорю, сколько стоит, чего? Он говорит, ну, разберешься, говорит, там, звони, вот, номер есть. Я позвонил парню. Он говорит, ты знаешь, я, говорит, неизвестный еще никому, говорит, я вам могу ее просто так дать Мгм. в целях рекламы, чтобы себя потом продвигать. Я говорю, ну, хорошо, замечательно. И главное, ее услышала моя супруга Наталья. Мгм. Да, у меня есть супруга Наталья. Вот она услышала, слушай, какая классная песня, говорит, давай забирай все это. Но это наша песня. И я взял эту песню, отдал, естественно, в аранжировку хорошему аранжировщику. Вот и реально получилась замечательная песня. Прям вот я в нее Ну, она, влюбился. да. Это прям вот сейчас для меня тоже как бы Как визитная карточка карточка. практически даже становится. Без этой песни я не представляю вообще концерта. И самое главное, что она прям легла хорошо. Мне нравится, прям получается все. И самое главное, что в этой песне можно вставить любое имя женское. Представляете, вот я пою на корпоративах, Ну а там да. Татьяна, Наталья, Ирина. Там, спасибо, Ирина, спасибо, Татьяна, спасибо. И я вот пою, а им-то приятно, представляешь? Да, да, да. Вот, то есть эту песню могу посвятить кому Это вот угодно. ты сейчас рассказывал, как Михаил Шейлик, он же тоже записывал альбом там и так далее. Осталась какая-то там какая-то сумма денег неизрасходованных. И вот когда он записал вот эту песню, да, которую мы все знаем, «За «За глаза, глаза». да, твои карие. Там в альбоме принимали участие много таких именитых музыкантов, да, и Владимир Пресняков, старший, там, и я не знаю, кто там только не играл, на бас-гитарах какие-то были потрясающие исполнители. И вот уже остается время, он эту песню уже в конце говорит, давайте добавим для альбома, чтобы что-то было. По-быстрому аранжировщик сделал аранжировку, вот, и все остальные песни как бы канули в лету, ну, в какой-то степени, да, конечно, То их есть слушают, но не Песня, так. песня да. выстрелила, А получается. эта песня, получается, которой уделили меньше всего внимания, то есть Ну так у да. тебя, получается, она пришла Визитная после карточка. альбома уже, ты выпустил, и... Ну, мы немножко потом, да, я вообще потом вдогонку. интереснее расскажу, да, еще будет интереснее еще дальше по песне. И Ага. самое главное, что я хочу сказать, что вот под эту песню «За глаза твоей карие» я познакомился со своей супругой 5 лет Да ты назад. что? 2 декабря было 5 лет нашей свадьбе. Поздравляю. Именно под эту песню, и у нас видео есть, я как бы пересматриваю это видео, именно
Ну, там я все время, я знаешь, как, я любитель, импровизатор такой, слова подделать уже по ходу, когда пою. Ну, ты же шутник еще. Да. И я все время пою «За глаза твои синие, за глаза твои серые». Все время вижу, юбилярша или именинница, да, у какой глаза. Я спрашиваю до этого у нее, какие глаза, и пою эту песню. И в том случае, я помню, пел «За глаза твои синие», я ей пел. За ресницы не шикарные, а красивые. Кстати, Михаил Шелли, когда был здесь у нас тоже, вот сидел на твоем месте, мы сразу решили, что эту песню слушать не будем. Он говорит, давай без этой песни. Слушай, он на этом стуле сидел, нет? Ну да, там почетно. Да. Потрогай руками. Слушаем следующую песню в исполнении Германа Вилли. Ну, давайте «Твой дом в моем сердце». Кофе с тобой, а вечером будем мечтать под небом звездным, под небом звездным, под небом звездным. Кто-то придумал любовь, чтобы на крыльях летать в красивых грезах, красивых грезах, красивых грезах. Твой дом в моем сердце, мой дом в твоем. Мы держимся вместе на крыльях любви. Твой дом в моем сердце, мой дом в твоем. И ангел небесный от бед нас хранит. Все можно успеть, не наблюдая часов. Гулять по звездам, гулять по звездам, гулять по звездам. Сколько с тобой мы прошли, вместе сплелись две души. Для нас мир создан, для нас мир создан, для нас мир создан. Сердце, мой дом в твоем. Мы держимся вместе на крыльях любви. Твой дом в моем сердце, мой дом в твоем. И ангел небесный от бед нас хранит. Мой дом в твоем. Мы держимся вместе на крыльях любви. Твой дом в моем сердце, мой дом в твоем. И ангел небесный от бед нас хранит. «Звездная гостиная».
Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Герман, вот в чем секрет успеха песни, как ты считаешь? Вот мало там сделать аранжировку, да? Мало написать хороший текст, мало даже спеть по нотам. Вот потому что мы слышим иногда многие исполнители поют по нотам, казалось бы, а души нет. Как удается вживаться в образ? Ты же не все подряд песни берешь себе. Как ты выбираешь себе репертуар? Вот сам не могу понять. Первый альбом я набирал как раз вот чисто просто вот... Я не Интуитивно? разбираюсь, да, Ага. интуитивно. Я не разбираюсь обычно в аранжировках там. Я покупал уже с аранжировками. Потом мне все говорят, ну зачем ты покупал? Надо было по-другому аранжировки делать. Я говорю, ну вот готова уже была. Я говорю, я не понимаю, вот вроде нравится все. Чисто вот нравится, интуитивно. Вот в душе я немножко, конечно, романтик такой, лирик как бы. Я не люблю такие быстрые большие песни, да, там быстрые скороговорки. Мне вот потянуть бы, как Серов. А может, ночь не торопить и все сначала повторить. Вот такие. Я люблю Серова творчество вообще. Вот поэтому я как бы к нему ближе. Но здесь приходится сейчас уже петь как бы разные песни абсолютно. И в альбоме Ну, что достаточно... закажешь? Мне нравится, что у тебя когда приглашают на какие-то корпоративы, банкеты, то есть сходу ты любую песню Любую. поешь. Ну, больше 2000 песен, конечно. У меня 11 лет за плечами Да, да. ресторана. И поэтому сегодня, на самом деле, Поэтому, банкеты, когда ты юбилеи. говоришь, что там, вот кто-то говорит, что Герман Виль, например, любитель. Какой любитель, если человек проработал 11 лет в ресторанах, друзья мои? Это уже высокого класса профессионал. Ну, дело в том, что когда выступаем, мне заказчики все говорят, что вы такой мастер своего дела, профессионал, что мы даже просто преклоняем шляпу. Это каждый банкет, каждый юбилей мне это говорят все. Больше половины гостей подходит. Иногда даже на руках, маму, чуть ли не выносят. Я уже говорю, не берите меня на руки. После каждого банкета юбилей. Кстати, когда я участвовал в передаче в проекте «Махор», помните, «Народный Ну, Махор», да, конечно, с этим. и Шаганов, когда нас оценивал эксперт постоянно. Мгм. Вот мы выступаем, у нас какой-то звездный эксперт. Тогда был Шаганов как Александр раз. Алексеевич, Да. да. Его пригласил Ярослав. Тоже у нас был. Да. Ты спрашивал И- просто, кто был, я тебе рассказываю. Да. Да. И когда он оценивал меня лично, вот, и он такую фразу сказал. Когда он посмотрел, все, Гера там классный, молодец, вообще пародист там. Он сам не понимает, что он такой ироничный, все дела. И в итоге он говорит, ну давай посмотрим, Ярослав говорит, ну давай посмотрим следующий кусочек видео нашего короля будущих корпоративов. Он Видишь, прям предугадал. как предугадал, обрек меня. Теперь мы Ты когда не был на их встречаемся с батле ним... с этим самым, с Симоном, когда они, Асиашвили, выступают вместе? У них такие концерты. Интересно. Не был, по-моему, не видел. Очень Не видел. интересно. Потом рекомендую, если когда-нибудь у них повторится. Итак, дорогие друзья, вот человек, на самом деле, вот непростой судьбы, который всегда занимался все-таки любимым делом. Потому что если человек к чему-то тяготеет, если душа его поет, я вот все-таки хочу вернуться к предыдущему вопросу, прежде чем мы сейчас послушаем следующую песню в твоем исполнении. Как про все-таки «Твой сейчас... дом в моем вот, сердце» еще не сказал. ну скажи, да. Можно сказать Да, про «Дом твой»? конечно. Это вообще песня для нас теперь знаковая. Дело в том, что я записал ее, приобрел у людей, у авторов, и только недавно оформил ее в отчуждение, то есть как положено, Мгм. выкупил. Вот. А эту песню я записал с супругой вместе, Да. которая вообще не поет, ребята, просто вот не поет, не поющий человек. Настолько ее эта песня, да и только ее. И очень многих моих коллег-артистов, которые хотели взять к себе в репертуар ее петь, исполнять, ну, просто эта песня зашла настолько людям. А теперь поклонники, у меня их немало поклонников, вот, они прям на зубок знают эту песню, поют, и без этой песни не представляют меня уже. И мою супругу, кстати. Она все время со мной ходит. А как вы это решили? Вот не пела, решила спеть? Вот, не знаю почему-то, вот она как бы больше дуэтная песня подходит. Я ее пою в альбоме один. Вот, но она как бы больше дуэтная. Я ее хотел исполнить со звездной какой-нибудь певицей, там типа Булановой хотел Татьяну предложить, с кем-то. Вот. И вдруг с супругой решили спеть. Пошли, где я альбом записывал, это студия Лига, студия, звукорежиссер, который записывал все песни Круга, Михаила Круга. Я на этой студии записал свой альбом. И пошли к нему, к Юре, записали. В Твери это ты имеешь в виду, да? Нет, он в Твери, он приехал сюда уже лет уже 6, наверное, здесь, в Москве живет, да. да. И меня с ним познакомил Евгений Григорьев, опять же, Жека, у него что-то делает.
И вот мы пришли с супругой, записали ее. Представляешь, это был, конечно, нонсенс. Записали ее, и теперь мы поем и везде, теперь, где мы не бываем с ней, а мы Это часто судьба, бываем. друг мой, судьба. И мы поем эту песню на ура уже. Везде, на всех юбилеях, на банкетах. Она стесняется постоянно, она же не поющая. Ну да. Я ее вытаскиваю, давай, говорю, перед фактом Но зато ставлю. для нее, мне кажется, это тоже такой вот, как бы, встряска такая, в лучшем смысле этого слова. Вот, То есть, это... Вот жалко, что сейчас люди не слышат. Я принес версию, где я один пою поет, из альбома, да. Мгм. А вот вообще мы вдвоем. И у нее все говорят, что у нее похож голос на Ирину Круг. Замечательно. Почему-то вот так. Все ассоциации. Кто не слышит, говорит, ой, Ирина Круг, что ли, с собой поет? Я еще, знаешь, хотел, вот мы поговорили там об Арыкине, чьими Мгм. голосами еще ты им пользуешься иногда? Ну, у меня там есть попури такой, я все время как бы выступаю с этим попури. У меня там Боярский, у меня там Кузьмин, у меня там Утесов, у меня Магомаев там. Вот мне Утесов нравится, как ты изобрази, пожалуйста, Утесова. Сейчас поправлю голосок. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Просто высоко взял. Ага. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Ну, типа такое. Я это Да, утрирую, здорово. конечно. Да. Ну, я имею в виду, все равно все узнается, угадывается и так далее. Да. Пародировать вообще как бы это трудно. Я прям над собой сейчас иногда удивляюсь. Когда работал в ресторанах, да, Мгм. я все время пел, и кого я пел, я старался под него подстроиться, его же голос. Мгм. А это же нагрузка большая для голоса. Да, на Колоссальная, связку, да. колоссальная. И я весь вечер, кстати, там 5-6 Это часов очень... стоял и пел разными голосами. Я просто приходил домой, конечно, вообще уже. Но потом немножко, так как я неграмотно, да, как бы пою, Мгм. там дыхания не было, дыхалки, опыт немножко меня заставил, голос все время на горле же, все это Да, делается, да, на горле да, поется, да. голос все время садился. Ну, вот я об этом хотел Я не спросить, понимал, да. что со мной. Я ходил к врачам, говорю, что со мной? Мне голос быстро садится. Говорит, братан, ты не умеешь петь. Просто не, у тебя нет дыхалки. Опора не там Да, просто, опора да. не там. У тебя не поставлен голос вообще. Понимаешь, ну что ты хочешь? Вот. Ну и потом как-то жизнь заставила. Я пересмотрел, как бы все это дело. Ну, как бы сохраниться, вот сохраняться именно. А мне это надо. И как-то вот интуитивно начал правильно начал петь, и уже меньше стал уставать, и как бы начал работать, и уже даже прям по 6 часов пел уже, и как будто не пел вообще. По-настоящему такое, да. народный артист, не побоюсь этого слова, потому что и вышел из народа, и любимец народа, и я думаю, что многие телезрители и наши радиослушатели тебя знают и слушают. Ты ездишь в социальных сетях, да? Да, в везде, основном? во Вот всех. во всех социальных сетях добавляйтесь к Герману Вилю, и у вас будет всегда хорошее настроение. Следующая песня «Хмельной коктейль». Ох, Вот это звездная вообще песня, это просто. особенно на корпоративах, в ресторанах, наверное. Да, она только недавно вышла, ребята. Недавно, несколько дней, неделю, наверное, назад. Свежеиспеченные, да? Неделю назад она вышла. Это песня Евгения Григорьева, опять же. Мгм, Подаренная мне второй раз уже. мгм. Вот. И что скажу, в нее вложено действительно немало сил. Лично Жека ее продюсировал. Мгм. Ездили с ним в студию, Мгм. когда никогда со мной такого не было, никто не ездил. Жека лично ездил с ней. Записали голос. Потом сделали аранжировку у хорошего аранжировщика Аркаши. Мгм. И, значит, дальше что? Жека сам лично поехал сводить ее в самую лучшую студию Москвы, а то и России, может быть, даже. Ну, Славы Быкова, знаете такого? Ну, дело в том, Вячеслав Быков. дело в том, что я хочу тебе сказать, что вот про Жеку сейчас вернемся к этому вопросу. Мгм. Я последний раз его слушал в областном театре, Московском областном, там на мероприятии одном. Мгм. И вот у него аранжировки, я заметил, они стали такие, знаешь, вот прям как у Джо Дассена. То есть идут, ты поймешь, о чем я говорю, да? Мгм. Идут такие прям фоном, там и скрипочки какие-то клавиши такие фоновые. То есть и он вот именно вот созрел, стал действительно таким уже состоявшимся, таким Мгм. стопроцентным исполнителем. То Но я есть он и хочу был- поправить тебя, ведь Да. он сейчас лицо шансона, во-первых, Ну да. радио шансон лицо, Да. и лицо
United Music Group компания есть Ну такая да. известная. Мы знаем, конечно, Дима поэтому- Прянова. Да. Вот, я тоже хочу, кстати, пригласить, Дима же тоже поет. Вот, а сейчас слушаем песню, которую вот подарил Евгений Григорьев в исполнении Германа Виля. Кто-то взял нос да и перемешал, как какой-то очень вкусный коктейль. И на крылышках порхает душа, и течет по жилам сладостный хмель. Ну и пусть я этой жизнью помят, и живу я как попало порой, но что со мною твои губы творят, и мои творят, что губы с тобой. Мы с тобой хмельной коктейль, друг от друга ненормальный. Небо стелет нам постель, двушки, что в районе спальна. Мы с тобой хмельной коктейль, все на свете позабудем, и чем дальше, тем пьяней, только друг от друга будем. Как же мы с тобой молчим в унисон, и как мы с тобой на пары чудим. Я в руках твоих почти невесом, я губам твоим так необходим. Буги-вьюги пусть кричат за окном, а пурга пургу несет иногда. Друг от друга мы пьянеем зато, а остальное все для нас ерунда. Мы с тобой хмельной коктейль, друг от друга ненормальный. Небо стелет нам постель, двушки, что в районе спальна. Мы с тобой хмельной коктейль, все на свете позабудем, и чем дальше, тем пьяней, только друг от друга будем. Хмельной коктейль, друг от друга ненормальный. Небо стелет нам постель, двушки, что в районе спальном. Мы с тобой хмельной коктейль, все на свете позабудем, и чем дальше, тем пьяней, только друг от друга будем. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Герман Виль, дорогие друзья. Замечательная песня. Ну, по-другому и не может, потому что, еще раз говорю, вот Евгений Григорьев — это просто потрясающий исполнитель, который тоже народный, народно любимый. Скажи, вот когда уже ты работаешь с такими именитыми людьми, да, уже другое настроение появляется, потому что ты понимаешь, что выходишь на какой-то другой уровень. Да. Какие вот есть мечты по поводу новых творческих каких-то планов, да? Что сейчас в планах, что бы ты хотел еще записать, с кем бы, может, хотел спеть дуэт, и вот в этом смысле? Я скажу, кроме того, что другая ступень должна быть, да, немножко... Ну, планку надо Скажу поднимать сразу себе. планку, да. Планка и в цене должна быть немножко другая. Ну, да, да. Дело в том, что я застрял в ресторанных ценах еще, как бы. Вот. И мне со стороны мои коллеги прям вот реально рекомендуют
поднимать свою планку не только как профессионально, но и в цене. Потому что я такой очень добрый человек. Я могу и за 3 копейки отыграть любой корпоратив. Вот. И поэтому нам немножко все-таки остановиться надо уже действительно на уровень. Артистом себя таким уже прям вот чувствовать. И стремиться уже не падать ниже планки, которую сейчас я задал. Нет, Песню я задал, да. вот это именно в «Хмельном коктейле». Да. Когда вы послушаете «Хмельной коктейль», вы поймете, что там уже задрана высоко планочка, поэтому мне нельзя опускаться ниже уже, поэтому и вливания нужны уже серьезные туда, и самому более подходить к этому профессиональнее. А планы какие? Планы теперь продакшеном заниматься, продавать себя. Ищу директора. Мне нужен директор, действительно нужен директор. Вот. Невозможно одному вести сети, и одному петь, и договариваться везде все. То есть мне нужен все-таки какой-то человек-директор. Также, дорогие друзья, вот Герман Виль, он открыт для общения в социальных сетях. Напомню, добавляйте социальные сети. Вот, действительно, очень проникновенное исполнение, хороший разноплановый голос. Вот знаешь, какой вопрос хотел еще задать? Мы с тобой в прошлый раз, когда общались, да, вот во время пандемии в одном месте, когда поешь разными голосами, все хорошо, все прекрасно, пародист. А как ты вышел на свой голос? Как ты Вот. понял, как Вот. ты должен петь? Вот этот Вот. вопрос хотел Это- тебе задать. Только что у меня то же самое крутилось в голове. Вот. Свой голос найти действительно это непросто. Вот. Где-то все равно интуитивно я пою, все равно где-то вставляю. Всё равно, Интонации. да, интонация. Вот. Но стараюсь, вот весь альбом практически я спел своим голосом, старался своим пел. Прям вот отбрасывал все от себя отбрасывал, думал, мне надо своим действительно голосом петь. Вот. И мой голос уже как бы узнаваемый, потому что с людьми я многими общался, ставлю свою песню там людям, кто мало меня слышал, говорят, да, узнаваемый твой голос уже. Вот. Многим почему-то нравится мой тембр голоса. Ну, и когда родной... Мне самому не естественно. нравится. Ну, я бы... Вот со стороны слушаю, да, мне не нравится. Ты знаешь... А людям всем нравится. ты Все, какой у тебя знаешь, тембр, какой у тебя тембр, какой у тебя тембр. Господи, ну что ж такого? Нет, он у тебя такой, знаешь, вот, как я сказать, если говорить музыкальным языком, да, то он как бы немножко такой с обертонами чуть-чуть, да, там, и в то же время такой бархатистый и, как тебе сказать, сочный. Ну, я вот не сочный. могу судить. И действительно, еще знаешь, что обманчивая внешность моя обманчивая. Да. Значит, когда я пел у Малахова «Привет, Андрей», там везде, где я пою, да во многих местах, я пою высоким голосом Ну да, пою, да. а мне подходит все, слушай, мы не думали, что у тебя такой голос высокий. Мы думали, такой плотненький, знаешь, мы такой, думали, там какой-нибудь Нет, ну шансон, он бас у тебя такой. высокий, он у тебя насыщенный, я имею в виду, он такой какой-то непростой. Вот, Они говорят, мы не понимаем, многие прям вот, голос мой с моим внешним видом никак не Да. соответствует. Вот. И вот действительно, да, я сейчас своим голосом, вот сейчас «Хмельный коктейль», я там немножко опять Жеку где-то Ну, как бы здесь он дал сам Жеку. напрашивается. Ну может да, быть, песни где-то. его, характеры песни его, все его как бы. Вот, а так стараюсь, конечно, своим. Вот им чем-то своим, хочется своим, действительно, своим голосом. Поэтому над этим даже еще и работаю. Мне трудно, конечно, но я думаю, что я справлюсь все равно. Буду своим Ну, голосом. конечно, ты уже справился фактически, потому что, когда мы сейчас вот слушаем песни, я, кстати, тоже перед нашей встречей послушал этот альбом. Я хочу сказать о том, что когда ты говорил, что вот хочется себя найти, было еще вот в пандемии, Мгм, я помню, мгм. что действительно получилось так, как ты хотел, потому что когда обладаешь большим диапазоном, да, когда Мгм. поешь разными голосами, то вот надо же найти свое лицо, найти себя. Это самое сложное, пожалуй, чтобы тебя узнавали надо, опять же. Но самое главное все-таки это вот твоя миссия, то, что ты идешь всегда в народ. Ты никогда не отказываешься выступать, куда бы ни приглашали, везде ты всегда востребован. Кстати, Да. прям хочу сказать, очень важное мероприятие недавно было. Меня же очень часто приглашают на благотворительные, очень Да, часто, да. я никогда не отказываю. И что вы думаете? 3 числа, буквально недавно, был День инвалида. Да, мы это знаем, Вы конечно. знаете, да? А у меня вчера я же в Королеве выступал. Мгм. И вот если вы посмотрите передачу, вам
надо посмотреть, послушать хотя бы. Там я у них выступал уже. Вот, они меня второй раз пригласили. Это в этой передаче говорят, сейчас вышла обзор на эту передачу, и говорят, что первый раз в жизни для слепых сделали, не для слепых, извини, пожалуйста, для инвалидов, там в основном колясочники были в основном везде. Вот, дискотека для инвалидов прошла в Королеве. И вот мы были, я главным был как бы организатором, музыкальным организатором. Взял с собой замечательного певца еще, Александра Шато, который поет на 22 языках свободно. Вот мы сейчас с ним в паре как бы скооперировались, мы теперь дружим, и выступать будем вместе, скорее всего, на концертах. Вот. Замечательно. И вот как раз прямо горжусь тем, что я выступил на этом празднике. Ты знаешь, все, что ты делаешь доброе, оно возвратится к тебе приумноженным. Дорогие друзья, время проходит незаметно. Вот, казалось бы, только начали говорить. Величину личности, она познается как бы в широте души. Вот человек не отказывается ни от благотворительных мероприятий. Ты знаешь, я хочу тебе пожелать творческого долголетия, да, много еще хороших песен, шлягеров. Вот. И чтобы действительно ты вышел на тот уровень, когда уже были настоящие гастроли, мы слышали Германа Вилля. Что бы ты вкратце пожелал нашим радиослушателям в конце программы нашей? Никогда не унывать, во-первых. Вот. Радоваться жизни, радоваться каждому дню. Вот. Любить близких, вообще всех людей любить. Оставаться человеком, вот. И слушать свои любимые песни. И в заключении прозвучит песня. Храни вас Бог, мои друзья. Как раз мы на такой доброй ноте говорим Герману Виллю. Не прощайте там, а до свидания, до новых встреч, Герман. Спасибо за то, что пришел. Вот, и слушаем песню «Храни вас Бог». До свидания. До свидания, дорогие радиослушатели. Мы все спешим куда-то, мы все торопим жизнь. Судьба нас всех бросает то вверх, то снова вниз. Но так как ляжет карта и так как Бог решит, такое будет завтра, и пусть Он нас хранит. Храни вас Бог, мои друзья, мы боль и грусть все делим вместе. Храни вас Бог, ведь жизнь одна. Так будет пусть, она как песня. Храни вас Бог, мои друзья, вы для меня родные люди. Любите жизнь, она одна. Так пусть она как песня будет. Прошли по жизни вместе мы множество дорог. Что дальше неизвестно, лишь знает только Бог. Жизнь непростая штука, так просто не прожить. Давайте верить в чудо и всех вокруг любить. Храни вас Бог, мои друзья, мы боль и грусть все делим вместе. Храни вас Бог, ведь жизнь одна. Так будет пусть, она как песня. Храни вас Бог, мои друзья, вы для меня родные люди. Любите жизнь, она одна. Так пусть она как песня будет. Храни вас Бог, мои друзья, мы боль и грусть все делим вместе. Храни вас Бог, ведь жизнь одна. Так будет пусть, она как песня. Храни вас Бог, мои друзья, вы для меня родные люди. Любите жизнь, она
пусть она как песня будет. Любите жизнь, она одна, так пусть она как песня будет. Храни вас Бог. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.